Да-да-да, как я понял, вы любите лишь одни разборки и драмы. Окей, я вас услышал, и давайте же поскорее к ним вернемся. И вот вам кинчик, на подготовку которого я потратил несколько бессонных ночей, провел много времени за поиском материала и разговором с кучей людей. Майнкрафт лаунчеры. T-лаунчер, KXZL лаунчеры. Какого черта собирается просто целая азбука? Понятно, что большинство из них пиратские, но они все равно борются за ваше внимание и свою репутацию. Хотя некоторые из них уже ее уничтожили, а некоторые к этому, видимо, стремятся. И все они пытаются захватить ваше внимание, чтобы вы пользовались именно ими. На тех же стримах у меня изрядно замучили вопросом, какой лаунчер самый лучший. И я вам обычно отвечал, что лучшим лаунчером будет лицензионный, либо же Legacy лаунчер. Давайте же проверим мои слова. Представляю вам объективный обзор лаунчера под названием T-Launcher Legacy, или как он начал недавно называться, Legacy Launcher. Что он себя представляет, его плюсы и минусы, есть ли в нем вирусы, и что такого я нашел при его исследовании. Перед началом поставьте лайк и напишите в комментарии свое мнение об этом лаунчере, что вы о нем думаете, а потом посмотрите, как оно изменится. Помогите продвинуть хороший и полезный контент в массы. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Итак, я понимаю, что многим хочется каких-то жестких разборов, но давайте для полноты картины все по порядку и начнем с его обзора. Скачивать лаунчер стоит с официального сайта. Кстати, то, что у них есть сайт, для многих стало открытием. Ведь раньше лаунчер был доступен только через группу ВКонтакте. Помните ведь? На сайте для скачивания доступны самые различные варианты для всех операционных систем. Также стоит обратить внимание на его наличие на FlatHub. Также здесь можно найти и исходный код лаунчера. Установщик лаунчера чистый, и в нем отсутствует реклама и прочие предложения. Сам же лаунчер очень прост, в нем нет ничего лишнего, но и в то же время есть все необходимое. Все необходимые версии Майнкрафта от самой первой до самой последней. И, кстати, при выходе новых версий Майнкрафта в этот лаунчер они подгружаются разработчиками почти моментально. Также, естественно, имеется возможность выбрать версию с Optifine, Forge, Fabric или Qwild. Но где же система установки и создания сборок модов? Да, ее здесь нет, но об удобном способе работы с модами вы можете посмотреть в другом моем видео, справа сверху. Естественно, авторизация по нику через лицензию или через систему YellowBuy. Это, кстати, система для установки скинов Minecraft. Кастомизация очень нужная для всех фича. Здесь такая возможность имеется. К примеру, я поставил себе такой вот прикольный фон. Либо даже можно поставить анимированный фон из гифки. Обратите внимание, что совсем недавно вас у меня было 6000, а сейчас почти 10. Помогите добить, подпишитесь. Фон ставится в разделе Launcher. Здесь также можно кастомизировать форму входа, как-то ее интересно расположив. Также из фишек могу отметить офигенную возможность разбить установку каждой версии Майнкрафта по отдельной папке, что значительно упростит нам работу с Майнкрафтом, и особенно для тех, кто работает с большим количеством сборок модов. Все это будет выглядеть примерно так. Автодобы. Какое же это отвратительное слово, на мой взгляд. Да, разработчики хотят как-то зарабатывать и используют вот такие вот возможности. Но если вы не хотите иметь с этим дело, то снимите эту галочку, и новые сервера в сетевой игре просто не появятся. Да, то есть разработчики позволяют отключить рекламу в лаунчере бесплатно. И это весь лаунчер. Но теперь давайте же перейдем к самому интересному, то, чего вы жаждете. Разоблачение! Я засунул установщик этого лаунчера на VirusTotal, и он показал огромное количество обнаружений. И это получается, что нас всех заскамили? Обманули? Ладно, на самом деле обнаружение всего одно, и то оно ложное, и сейчас я вам все объясню. Во-первых, стоит напомнить, что Legacy Launcher это пиратский лаунчер Майнкрафта, и притом он зарабатывает довольно мало, чтобы ввести какую-то серьезную разработку. В подтверждение этому могу сказать, что у Legacy Launcher нет какой-то серьезной цифровой подписи, которая везде подтверждена. Цифровая подпись это электронная зашифрованная печать, или простыми словами это специальная метка, которая подтверждает, что это приложение было сделано именно этим разработчиком и не было никем изменено. Но эта подпись никак не гарантирует безопасность использования данного приложения, помимо репутации издателя. Запомните этот момент. Будет еще понятнее, если прочитать описание в разделе о программе в Legacy Launcher. Наша миссия — познакомить как можно больше людей с данной игрой Майнкрафтом.
То есть это именно то, чего хотел Notch. То есть это именно то, чем гордятся многие разработчики пиратских лаунчеров, объясняя, почему законно пиратить Майнкрафт. Но именно Legacy в этом преуспели. Это лаунчер без всего лишнего, чтобы распробовать Майнкрафт. Поэтому здесь нет сборок модов и прочего функционала. Боже, я просто в восторге от того, что постиг эту философию. Спасибо, Артур. Вернемся к ложным срабатываниям. Во-вторых, обратите внимание, от каких именно антивирусных программ происходит обнаружение. Чаще всего это никому неизвестные компании и программы. Их базы вирусных сигнатур могут работать не совсем корректно, и отсюда ложные срабатывания. То есть обратите внимание, что такие крупные компании, как Microsoft, Kaspersky, Google и прочие, ничего здесь не нашли. Эти ложные срабатывания могут быть и с другими программами. Берите себе на заметку. Но знаете, что проверка на вирус Totally вовсе не гарантирует безопасность использования программы. Даже скажу так, что есть такие вирусы, которые могут остаться необнаруженными большинством антивирусных программ. Привет фрактурайзеру, который совсем недавно наделал много шума. Знаете, даже стоит обратить особое внимание на то, как повели себя разработчики Legacy в этом случае. Они забеспокоились о безопасности людей. Они их проинформировали и все объяснили. И, кстати, не только они. Кто еще для вас сделал видосик, а? Но более того, Legacy запарились и сделали систему, которая проверяет запуск Майнкрафта с модами на наличие вредоносного кода этого вируса. И это вам не проверка в папке Temp. И посмотрите, как повели себя другие лаунчеры. Кажется, что для них вируса совсем и не было. Так вот, я сказал, что проверка вирус Total ничего не гарантирует. И значит, чтобы точно все проверить, я занялся проведением более глубокой проверкой через различные средства анализа поведения программы. Ой, прямо рука потянулась открыть поскорее окно. Я прогнал установщик Legacy лаунчера сразу через несколько различных сервисов, где прошли различные тесты и проверки. Я запускаю установщик, устанавливаю его, потом запускаю лаунчер, и все это время производится анализ программы, что она делает на компьютере, куда обращается. И по итогу, о боже, Legacy действительно потенциально вирусный? Нет. Этот результат исходит из оценки риска функций, которые программа использует. И, скорее всего, опять же, из-за того, что на ней нет хорошего сертификата, о чем я говорил ранее. И в общем, если полистать и почитать, что именно она делает, то это простые вещи, которые нужны для базовых функций лаунчера. Определить ту же самую вашу страну проживания, для того, чтобы поставить вам правильный язык в лаунчере и все подобное. В общем, ничего страшного. Закинул, проверил, ничего не нашел, сделал выводы. Кажется просто. Но это нифига не так. Я, видимо, слишком сильно хотел удостовериться, что лаунчер чистый, и что я не подвергаю риску моих любимых подписчиков. Я был то еще ищейкой, пытался искать, копать, находил какие-то подозрительные для меня вещи, но поймался на мысли, что я дошел до какой-то паранойи. Знаете, в чем суть? Потенциально любая программа может быть вредоносной. Приведу своеобразную аналогию. Вы явно с кем-то вместе живете, даже может сами с собой. И задумайтесь, что этот сожитель потенциально может выкинуть какой-то прикол и навредить вам, или даже там убить. Думать и беспокоиться об этой вероятности – это и есть паранойя. Тут очень важно оценить приобретенное доверие. Именно поэтому все в первую очередь рекомендуют использовать лицензию Майнкрафта. Кстати, ключ который вы можете купить в моем магазине Creastore, но не через каких-то там партнеров, а лично через меня, и причем куда ниже, чем продают в других магазинах. Никаких рисков обмана, вы получите ключ активации лично для вашего аккаунта, а также там есть и другие приколы для Майнкрафта. Ссылка будет в описании. В общем, какой итог я могу подвести? Может быть опасно играть даже через официальный лаунчер Майнкрафта, но это всего лишь вероятность, и причем такая мизерная. Здесь решает доверие. Если что-то плохое будет с официальным Майнкрафтом, а он принадлежит Microsoft, то у нее будут серьезные репутационные потери, а это плохо. В случае с Legacy лаунчером ситуация аналогична. Этому лаунчеру вроде как уже более 10 лет. И заметьте, что за это время с ним ничего грязного не случалось, его репутация чиста. Ведь так? Но, естественно, это не отменяет важность работы людей, которые занимаются проверкой безопасности и чистоты различных программ. Большое вам спасибо. Еще один вопрос, на который я наткнулся про Legacy, это его исходный код. Знаете, меня даже рассмешила позиция человека, который пытался мне доказать, что архив с исходниками на их сайте может заразить вас вирусами. Чтобы вы понимали, это текстовые файлы, которые ничего не могут сделать. Это полная чушь и смехотворство. А почему исходников лаунчера нет на GitHub?
Для меня лично это стало открытием из-за политики самого GitHub, так как они не размещают у себя пиратский софт, коим Legacy и является. Знаете, кажется, что в Legacy все так гладко и идеально, что даже я их как-то вылизываю. Но на самом деле все действительно не так идеально. Есть различные спорные темы и вопросы в лаунчере и их сообществе, но это уже нас никак не касается и не мешает нашей игре. Теперь я хотел бы поблагодарить некоторых ребят, которые помогли с этим видео. Большое спасибо Феликсу, с которым мы провели несколько ночей, да, звучит как-то не так, за анализом и разбором Legacy, Митаску за разъяснение различных моментов и ребятам из чатов моего сообщества и сообщества Legacy. Ну что ж, теперь я думаю, могу подвести какое-то заключение по этому лаунчеру. В прошлый раз, конечно, как-то не очень удалось, но я исправляюсь. Legacy Launcher хороший аналог для игры в Minecraft тем, кто по какой-то причине не играет через лицензию. Стабильный, быстрый и простой. Желаем ему остаться неизменным себе и другим. Но не забывайте, думайте своей головой. Большое спасибо вам за просмотр, я надеюсь, что видос для вас оказался полезным и интересным. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ведь я стараюсь специально для вас, а вы тем самым делаете меня счастливее. Также, ну там можете на стримы заходить, в последнее время вы меня радуете, то что все больше и больше онлайна. В общем, у микрофона был МДНДена, и я с вами не прощаюсь. Желаю вам удачи и до скорого.